Всем привет! С вами канал Vintage Audio, и сегодня у нас на обзоре очередная кассетная дека от знаменитой японской фирмы Technics RSB655. Эта дека у нас появляется в рекламных проспектах у фирмы Technics в далеком аж 89 году, и ставят они ее в года 89-90. И стоит она у нас на первой страничке, рядом с такими монстрами, как RSB 905 и RSB 755. И потом уже следующая идет наша RSB 655. И позиционируют ее они как самую лучшую двухголовую кассетную деку того времени. У этой двухголовой деки есть только у одной кварцевая стабилизация. В принципе, у 555 тоже прямой привод, но кварцевой стабилизации нет. Частотный диапазон от 20 Гц до 19 кГц при использовании четвертого типа пленки, что обеспечивает чистое детализированное звучание. Значит, уровень шума 74 дБ с Dolby C, а коэффициент детонации всего 0,05%. Габариты деки составляют 430 на 135 на 290 мм, а вес 4,9 кг. Никому не секрет, что в конце 80-х моду на Hi-Fi технику задавали японские фирмы. Поговорим о дизайне. Типичный для японской аудиотехники того времени. Цвет матовый, черный. И цвет корпуса подчеркивает всю серьезность данного устройства. Логотип Technics в левом верхнем углу выполнен в золотистом цвете. Это модный акцент тех времен. Все надписи сделаны четким шрифтом, удобным для восприятия. Большое количество механических кнопок аккуратно размещены в центре. Они узкие, прямоугольные, со строгой маркировкой. Каждая функция выделена отдельно. Экран справа от кассетоприемника. Большой цифровой дисплей с красными циферками, где отображается уровень сигнала, левый, правый канал и режимы работы. Справа у нас расположены ручки регулировки уровня записи, баланс и подстройка биоса. Также два входа для микрофонов, левый и правый. Ну и как же без надписи? Класс АА все-таки. Перейдем к функционалу. Значит, слева направо кнопка Power. Я всегда думал, что она механическая, оказывается нет. Кнопочка Eject. И уровень громкости на наушнике. Также выход на наушник. Теперь органы управления. Слева направо, сверху вниз. Переключатель таймера. Запись, выключить, play. Кнопочка сброс счетчика. Кнопка выбора счетчика. Давайте на кнопках счетчика мы чуть-чуть остановимся подробнее. Здесь у нас есть два вида счетчика. Значит, счетчик в реальном времени. И если мы нажимаем кнопочку Mode, у нас такое впечатление, мне сдается, что это в принципе или в сантиметрах, или в дюймах. То есть условное какое-то обозначение. Также рядом кнопочка Reset, которая сбрасывает нам счетчик. Но при всем при этом кнопка Reset сбрасывает именно тот счетчик, который вы сейчас выставили. Вот смотрите, если я здесь сбросил, здесь у нас 0. То я перехожу в реальное время, здесь у нас 2.20. Если я здесь сбросил, ставил по нулям, то тут у нас так и остается. Дальше продолжает идти счетчик. Довольно-таки удобно. Функция Memory. Значит, как она работает? Все работает только лишь по кнопочке Reset. Вот мы нажали Reset, 0. Нажали кнопочку Memory Stop. Перемотка на нуле у нас остановилась. То есть еще раз. Вот, к примеру, где-то до 21 я нажимаю на перемотку, оп, все, остановилось. Также есть кнопка интересная Repeat. Значит, чем кнопка Repeat мне нравится, к примеру, у нас воспроизведение идет, кнопочку Repeat нажали, он перемотал до нуля, идет дальше воспроизведение, он дойдет до 35 секунд и опять повторит заново эту композицию, точнее не композицию, он перемотает опять в ноль и нажмет на воспроизведение. Вот смотрите сейчас, как это будет все происходить в реальном времени. Оп. И опять так заново. И так по кругу. Самая моя любимая кнопочка — это Meter Range.
Вот смотрите сейчас на экран, видите, у нас градация идет от минус 30 дБ до плюс 8. То есть минус 30, минус 15, минус 12, минус 10, минус 8, минус 6, минус 4, минус 2, 0. А когда мы нажимаем Meter Range, у нас минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0. Это очень-очень полезно при записи, чтобы выставить четко, к примеру, в минус 1 или в 0, или четко в плюс 1. Шикарнейшая функция, мне очень нравится, я вам скажу так, я от нее просто балдею. Кнопки шумопонижения, MPX фильтр, Dolby B и Dolby C. Еще одна такая интересная функция, PRS, значит, она помогает при записи. Ну, как по мне, функция, честно говоря, немного бестолковая. Вот смотрите, как она работает. Ставим деку на запись и нажимаем APRS. И вроде как APRS оставляет нам остаточные, скажите, 3 сегмента, точнее сегмент последний, для того, чтобы выровнять более-менее каналы. Ну, честно вам скажу, бестолковатая функция, в принципе, она и не нужна. Хотя где-то что-то описывается, это как, ну вот видите, смотрите, к примеру, правый канал немного у нас завален, да, но вот сейчас мы чуть-чуть вот подкрутим. Вот чуть-чуть подкрутим, добавим еще уровня. Вот он, видите, показывает о том, что у нас правый канал немного завален. Ну, давайте еще. Вот, ага, вот, все, у нас каналы вроде бы как выровнялись. Ну, такое себе, такое. Дека оборудована функцией поиска, но поиска только лишь по одной паузе. То есть нельзя задать, к примеру, вторую паузу или третью. Вот, к примеру, мы нажимаем один раз на перемотку, и он перематывает и ищет паузу. После того, как он найдет паузу, он ставит на воспроизведение. Но опять-таки, если паузы маленькие, то может и промотать. Ну вот здесь у нас, видите, получилось. Кнопки пауза, Auto Rec Mute и Rec. Ну, Rec понятно, это мы ставим на запись, и по нажатию кнопки Play он переходит в запись. А Auto Rec Mute, это он делает паузу. То есть не нужно нам крутить регулировку. Он сделал паузу 3-секундную и поставил на паузу дальше. И мы можем дальше продолжать следующую композицию записывать. Ну и самая любимая всеми крутилочка наша, регулятор биоса. Довольно-таки хорошо, классно он работает. Все основные функции, в принципе, мы по деке рассмотрели. Теперь давайте мы заглянем, что у нее внутри. Вот так дека выглядит изнутри, довольно-таки массивная плата. Что мне нравится, что есть очень много построечных резисторов и очень много построечных катушек для более тонкой настройки нашей деки. Лентопротяжный механизм наш, вот так он выглядит. Вот этот мотор у нас отвечает за перемотку и подмотку. А основной мотор у нас смонтирован здесь на плате, тот, который прямой привод. Тот, который у нас крутит наш тонвал. Вот так все это дело у нас компоновано. Значит, теперь что до разбора. Ну, верхняя крышка снимается легко. И для того, чтобы нам откинуть морду, нам нужно открутить тут 1, 2, 3. И не забывайте, вот еще один четвертый. 4 шурупа откручиваем. После чего нам нужно отсоединить вот эти вот шлейфы. Значит, смотрите, как они отсоединяются. Вот эти. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь вот так вот аккуратненько берите. Так вот. 1, 2. Их отверточкой вверх поддевайте. А вот этот вот средний шлейф с обратной стороны надо нажать отверткой. Потянуть шлейф вверх. И тогда он выйдет. Ну и нормально отключаем нашу голову. После этих нехитрых манипуляций мордочка подается на себя. Имейте в виду, вот здесь вот у нас... Вот они. 1, 2, 3, 4. Это 4 разъемчика есть. Вот на них оно может чуть-чуть застрять. Ничего страшного, аккуратно тяните. Только ничего не поломайте. И все, он хорошо выходит. Обратная сторона деки. Тут, в принципе, все без изменений. Вход-выход и вход на 220 вольт. И гордая надпись Made in Japan. Что хочется сказать в общем за саму кассетную деку. Мне эта кассетная дека очень нравится. Нужна ли она в коллекции? Да, нужна. В принципе, как двухголовая дека, шикарный вариант. Шикарный вариант для прослушивания. Как она пишет? Пишет немного своеобразно. Те кассеты, которые я пробовал на ней записывать, в принципе, нужно приловчиться, но где-то на минус 2 дБ она делает звук
меньше, уровень точнее меньше. Лучше писать, конечно, с наушниками. Тогда вы лучше услышите биос. То есть, опять-таки, где-то с третьего раза кассета уже получается на запись. То есть, первый раз мы прогоняем тестовый, смотрим, что к чему, смотрим по уровням, слушаем биос. Второй раз опять записываем, подстраиваемся. И третий раз, в принципе, всегда уже дека идет на запись. Очень сильно дека подкупает своим экраном. Честно говорю, здесь просто обалденно. Значит, что мне в деке не понравилось? Мне не понравилось в деке то, что она не умеет работать с третьим типом пленки. То есть Ferrum Chrome она не понимает. Конечно, если они ее позиционировали, эту деку, как самую лучшую двухголовочную, могли бы они, конечно, сюда бы поставить моторизированный кассетоприемник, но, к сожалению, не поставили. Но сюда, я думаю, что можно поставить 727, там место есть, а протяжки одинаковые практически. Ну что, в принципе, на этом наш обзор за эту кассетную деку можно и заканчивать. Напоминаю еще раз, Technics RSB 655. Последняя, самая лучшая двухголовая дека, которую выпустил Technics. Всем мира, добра, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте пальчик вверх. Нет войне. Пока-пока.